Привет! Как известно, под конец года принято подводить некие итоги. И несмотря на то, что на своем канале я обозреваю различного рода технику и гаджеты, в большинстве своем особую популярность снискали именно беспроводные наушники. И вот в сегодняшнем своем ролике я и решил назвать лучших представителей этой категории товаров в уходящем 2020 году. Конечно же, по версии моего канала. Разумеется, абсолютно все, что есть сейчас на рынке, физически, а главное материально, охватить я просто не в силах. Оттого я буду опираться лишь на те экземпляры, что были у меня на обзорах в течение всего этого года. Первая номинация на сегодня – это открытие года. Безусловно, новых наушников в 2020 году было многим больше, чем в предыдущем, но в основном это были либо обновления, либо новые модели уже существующих линеек. А вот по-настоящему новых, годных игроков на этом поприще появилось не так уж и много. И вот одна такая компания действительно сумела сотворить топ за свои деньги. Разумеется, я сейчас говорю про Fangfang Technologies, или как тебе будет, наверное, более понятнее, наушники Feel. Чего только стоят их потрясающе необычные и футуристичные вкладыши Feel CC, один только дизайн которых кладет на лопатки большинство конкурентов в своем классе. То же касается и не менее замечательных внутриканальных наушников Feel T1XS, которые обладают огромным количеством функций, очень добротным приложением и невероятным звуком, а стоят при этом относительно недорого на фоне конкурентов. Поговаривают даже, что версия Pro этой гарнитуры звучит еще лучше, чем модель XS, но признаться честно, я даже не представляю, куда может быть еще лучше. Также недавно в этой линейке появилась и младшая версия под названием Lite, но как звучит она, я расскажу тебе уже в следующем 2021 году, как только эти наушники ко мне приедут. Я их заказал и остается только подождать. Следующая сегодняшняя номинация звучит примерно так: лучшие бюджетные или лоу-кост наушники. Здесь я свое предпочтение отдал наушникам QCY, и несмотря на то, что на противоположной чаше весов была еще одна дочка Xiaomi, компания Hailu, чаша все же перевесила в сторону первых. Дело все в том, что примерно за те же деньги QCY предлагает немного больше. В этом году весь их модельный ряд обзавелся фирменным приложением, в котором можно перенастраивать жесты управления функциями мультимедиа под себя, а также никуда не делись и хорошего качества микрофоны, что когда-то меня успели порадовать в модели T5. Конечно же, как это бывает у всех, в QCY не всегда сразу выходят удачные модели, но лично меня радует тот факт, что, опираясь на отзывы пользователей, в компании все же стараются исправить недоработки в следующих поколениях. Хорошим примером здесь послужит недавняя обновленная модель T8S, ведь на этот раз в QCY постарались учесть все пожелания и претензии, которые были озвучены покупателями T8. Так что если тебе нужны недорогие вкладыши с хорошим звуком и микрофоном, то можно смело брать именно их. Ну а если тебе нравятся больше внутриканальные наушники, то продолжение линейки T5 в виде T5S и T5 Pro будут также хорошим выбором. Подводя сегодняшние итоги, я не могу пройти мимо, наверное, самых ярких и по совместительству самых дорогих наушников, что я когда-либо держал в своих руках. Речь, конечно же, идет о Huawei FreeBuds Pro. Именно им я сегодня отдал номинацию самых инновационных наушников. Разумеется, что кто-то может по этому поводу со мной поспорить, но не согласиться с тем, что в этих наушниках самая навороченная функциональность, думаю, будет сложно. По крайней мере, на сегодняшний день я пока не встречал еще таких экземпляров, чтобы на каждом отдельном наушнике было зашито полноценное управление всеми функциями мультимедиа: плей-пауза, перемотка треков и управление громкостью. Помимо всего прочего, в этой гарнитуре есть все топовые и самые востребованные функции на сегодняшний день: активное шумоподавление, режим прозрачности и мультиподключение к двум устройствам. Ну а вишенкой на торте стал хороший громкий микрофон с прекрасным шумоподавлением. Звучат наушники великолепно, а работают полноценно, даже если их не использовать со смартфонами Huawei и Honor, что также я считаю огромным плюсом, особенно на фоне конкурентов. В общем, как я и говорил в своем обзоре на FreeBuds Pro, здесь ты платишь не только за звук, но и за современные технологии, что разработчики внедрили в данные наушники. И лично по моему мнению, денег они своих стоят. Четвертая сегодняшняя номинация – это так называемый народный хит. Долгое время эта позиция имела одного бессменного лидера – Redmi AirDots. Но так случилось, что в этом году с обновлением Xiaomi не смогли нам предложить чего-то абсолютно нового, кроме как встроенного игрового режима. Скуднейшее управление по меркам 2020 года и единственный аудиокодек SBC на борту в обновленной версии S все испортили.
А вот другая темная лошадка в виде Halo линейки GT развивалась в различных направлениях на протяжении всего года. И в итоге появился отличный стабильный продукт, который я могу по праву назвать народным. Это модель GT5. Теперь за плюс-минус $24 ты получаешь рабочий игровой режим, датчики автопаузы, хороший звук и неплохую автономность. Микрофоны в этой модели определенно отрабатывают лучше, чем в Redmi AirDots, а управление богаче и, что характерно, сенсоры в наушниках срабатывают изумительно четко. Но это что касается непосредственно новинки GT5. Эти наушники пока заказывают не так часто, а вот предыдущие модели линейки GT все это время только укрепляли позиции и набирали в популярности. Так что если сложить их продажи все вместе, то народным хитом, лично по моему мнению, они стали. Ну и пятая, заключительная номинация на сегодня – это лучший звук. Разумеется, эта грань очень тонкая, ведь восприятие у всех разное, ровно как и посадка в ушах и прочие факторы, которые напрямую влияют на качество выходного сигнала. Но при всем при этом здесь, в этой категории, я бы хотел выделить именно те модели, которые не вошли в предыдущие 4 номинации, но имеют качественное звучание за свои деньги. Первыми по этой части мне хотелось бы отметить Soundpeats True Air второго поколения. Прекрасное обновление 2020 года на новом чипе от Qualcomm. Очень громкие вкладыши с хорошей детализацией и басом, что зачастую не свойственно собратьям по данному форм-фактору. Следующие не менее занимательные наушники — это Mosin Airbuds X1, так называемый Honor Choice или выбор Honor. Басовитые внутриканальные наушники с неплохой сборкой, автономностью и микрофонами на борту за весьма приемлемую цену. Также не пройду здесь и мимо семейства Sabat E12 и X12 Ultra, а также их реинкарнации Sabat V-Play, очень интересных наушников с отличным детальным исполнением по частотной картине, а также мега крутой автономностью около 7 часов на 100% громкости. По части звука не могу здесь не отметить и Vivo TVS Neo. Несмотря на их неоднозначное суперглянцевое исполнение, которое лично мне не зашло, звучат они классно. Ну и, пожалуй, завершит этот список не менее блестящий по звучанию Kinera UH623. Очень достойный и детализированный звук высокого уровня качества. Разумеется, номинаций в моей голове изначально было намного больше, чем 5. Здесь тебе и лучшие микрофоны, и лучшие игровые наушники, лучшая автономность, ну и тому подобное. Этот список можно продолжать бесконечно, ведь под любое название можно поставить лимит в определенную сумму и сделать свой отдельный топ. И по сути, что-то примерно похожее в сегменте до $30 я не так давно выпускал на своем канале. Ведь как ни крути, а по большей части я стараюсь найти что-то интересное в условно-бюджетном сегменте подобных устройств. Сегодня же в видео я хотел выделить именно те наушники, что были знаковыми на протяжении всего этого года и запомнились мне больше всего. Оттого вопрос цены и не стоял во главе, ведь у каждого свой бюджет и свое понимание того, сколько должны стоить для него беспроводные наушники. Ну а я со своей стороны могу тебе уверить, что мои поиски на этом не заканчиваются, заканчивается лишь этот год. Надеюсь, тебе было интересно смотреть вместе со мной новинки различных гаджетов и техники. Я от всей души поздравляю тебя с наступающим Новым годом и увидимся с тобой уже совсем скоро в следующем. Пока-пока.